Я хотела бы, чтобы мы заглянули в будущее и спросили себя, какой мы можем для Сирии вынести урок. Тут неожиданно появился новый игрок. Российский президент Владимир Путин. И неожиданно вдруг весь мир начал говорить совсем по-другому. Нет, Америка не принимает участие в войне в Сирии. Не принимает участие в войне против стоящего у власти Асада и так называемого исламского государства. Президент Обама избегает слова «война», а хоть не говорит о военной операции. Террор ИГИЛа должен быть в конечном итоге разрушен. В конечном итоге, значит, это может еще длиться. Нерешительностью Обамы пользуется он. Президент России Владимир Путин уже 3 недели наносит авиаудары в Сирии, в том числе по позициям ИГИЛ, но прежде всего по повстанцам. И таким образом он стабилизирует своего подопечного Асада против США. Только один человек стоит на пути быстрого решения. И его зовут Асад. Именно его Путин недавно лично принял в Москве. Провокация и сильный сигнал. Без России в Сирии не будет решения. Господин Сулейман, прямой вопрос к вам. Является ли Владимир Путин частью проблемы или частью решения этой проблемы в Сирии? Зависит от того, с какой стороны вы на это смотрите. Но я думаю, что он может быть частью решения проблемы. Проблема начинается с того, что определенные масштабы не соблюдаются. Я напомню ваше высказывание, госпожа фон дер Ляйен. Ни один человек за пределами России не может сказать «Путин должен уйти». Это касается только русских. Подобное действует и для Асада. Если сирийцы хотят от него избавиться, то они это сделают. Если нет, то весь мир должен это принять. И не только в отношении него, а вообще, что касается политических решений. Если мы этого будем придерживаться, то это уже будет достижением. И тогда это будет уже не Путин и его подопечные, а политические актеры. Американцы вроде как бомбят в Сирии ИГИЛ уже год, но до сегодняшнего дня безрезультатно. Я должен сказать, что спустя 4 недели российских авиаударов мы слышим скорее эффективные результаты. Одни убежали в Турцию, другие их увезли в Йемен. Обстановка на фронтах стала легче. То есть это не должно длиться 30 лет, как нам всегда американцы проповедовали. 30 лет борьбы с ИГИЛ – это все равно, что оккупация. Нет, есть и другие варианты. Нам очень важно, чтобы все международные, региональные и местные участники были видны в Сирии. С помощью этой акции Путина, России, не хочу сейчас называть поименно, стало очевидно, насколько международным является этот конфликт, связанный регионально с Ираном и Саудовской Аравией. И, конечно же, добавляются и внутренние проблемы между самими сирийцами. Но делать вид, что как будто один президент убивает свой народ, а саудиты, катары, немцы, американцы поддерживают народ в то время, как нехороший Путин поддерживает одинокого деспота, это было бы слишком несерьезно. То есть вы говорите, как и Оскар Лафонтен, что все эти старания освободить арабский мир от деспотов и диктаторов были неправильными? Я категорически заявляю, что освободить нас не является и не может быть задачей американцев или европейцев, точнее западных европейцев. Я чуть раньше уже упоминал, с кем сотрудничают в этом регионе. Они не обладают для этого соответствующей квалификацией и моральным правом. Их рассматривают как бывшие колониальные империи, которые преследуют свои интересы, нефть, газ и прочее. Я, может быть, мог бы это лучше понять, если бы у американцев был список и европейцев, по которому вначале уничтожали самых худших деспотов на Ближнем Востоке, а затем в порядке убывания. Но то, что с саудитами и Катаром... Совсем нет, госпожа министр, потому что мы страдаем от бомб во имя демократии. У людей аллергия на демократию. А когда мы слышим слово «демократия», мы смотрим на небо, откуда прилетит бомба. Это же абсурд. Вы, очевидно, еще и различаете между хорошими и плохими бомбами в Сирии. А когда я вас слушаю, не посылайте оружие в регион, то вы, наверное, в прошлом году просто смотрели бы, как ИГИЛ убивает езидов, как они громят пешмерга. Вы бы, вероятно, сказали, никакого оружия в этот регион, мы только смотрим со стороны и не вмешиваемся. Это, вероятно, была бы ваша позиция, но есть ситуации, в которых надо.
Иногда нужно брать на себя ответственность, и мы в прошлом году взяли на себя эту ответственность. Мы поставили оружие для пешмерга, мы их снабдили и обучили. Они являются первой группой, которая была способна победить ИГИЛ, возвратить свои территории и защитить беженцев. То есть метод поддержки местных сил с целью защиты их земель является правильным, и поэтому нам нужно прекратить все уменьшать только до американского вопроса и совместно пытаться добиться решения проблемы. А сейчас в игру внезапно вступают русские. Господин Ассельборн, мы учтем мысли господина Сулеймана. Возникает вдруг такое чувство, что мировые державы встречаются, Иран и Саудовская Аравия садятся за один стол. В Вене проходит большая конференция с целью решения сирийской проблемы мирным путем. Кого нужно за это благодарить? Нет, ну прежде всего, страна, которая не производит оружие, тоже может об этом что-то сказать. Я действительно думаю, что что-то изменилось после 1 октября. Я надеюсь в лучшую сторону. Россия теперь тоже несет часть ответственности в Сирии. Они вмешались и теперь несут часть ответственности. И 4 государства, министры иностранных дел которых встретились, Турция, США, Россия и Саудовская Аравия, это хороший знак. У них будет встреча и сегодня вечером перед завтрашним заседанием. Я надеюсь, что сейчас настанет оттепель, что касается скованности ситуации. Я не совсем с вами согласен в том, что вы говорите насчет европейцев, Запада и американцев. Асад использовал химическое оружие. И я вам скажу, мы в Европейском Союзе боролись за то, чтобы это оружие было уничтожено не с помощью бомб, а благодаря резолюции Совета Безопасности. И это нам в сентябре 2013 года удалось. Благодаря международному сообществу химическое оружие ликвидировали. Второй пункт. Я надеюсь, что 4 главных игрока, само собой разумеется, американцы и русские, но и в том числе Иран и Саудовская Аравия, что там не просто шииты и сунниты будут противостоять друг другу, а что они возьмут себя в руки и попытаются положить конец этой драме, этому варварству в их стране, Сирии. Решить это переговорами. Еще одно дополнение. Сирия должна оставаться в своих сегодняшних границах. Сирия должна оставаться светским государством. Сирия доказала, что в ней могут проживать представители многих религий и этносов. Должна быть запущена переходная фаза. И после этой фазы не нужно сегодня заострять все внимание на Асаде. Асад президент сегодня. Если только смотреть на Асада, не получится найти решение. Во время переходного периода нужно суметь обеспечить прекращение огня. Всего погибло 250 тысяч сирийцев. Более половины населения относится к беженцам либо внутри, либо за границами страны. 4 миллиона сирийцев покинули страну. И я думаю, я убежден в этом, что что-то должно произойти совсем по-другому, чтобы Сирия смогла встать на ноги. За это люди уже борются 4 года в стране. Я не хочу сказать смена режима, но что-то должно произойти по-другому, чтобы страна встала на ноги. Бен Ходжес, насколько сейчас действительно важна новая политика вместе с Владимиром Путиным? Удивило ли вас, что русские действительно по факту вмешались в Сирии? Президент Путин послал свои войска в Сирию по 3 причинам. Он был в отчаянии, потому что видел, что его союзник Асад был близок к краху. Он должен был вмешаться до того, как это произойдет, чтобы сохранить доступ к Ближнему Востоку. Практичная причина – сохранить туда доступ. Во-вторых, я думаю, что он так поступил, потому что его публика находится внутри России. Ей и русскому населению он хочет показать свою силу. Но и остальному миру он тоже хочет это показать, что Россия тоже мировая держава. Также я уверен, что он хотел отвлечь внимание от Украины, чтобы мир забыл то обстоятельство, что российские солдаты все еще находятся на суверенной территории Украины. Dass immer noch russische Soldaten auf souveränem Staatsgebiet der Ukraine stehen. Россия не позволяет ОБСЕ выполнять ее миссию в регионе Донбасса.
Если бы только они это делали, а вместо этого они идут в Сирию и отвлекают взгляд международной общественности от Украины. И поэтому в Европейском Союзе так важна солидарность. Санкции будут проверяться в январе, и он хочет избавиться от них. Вы думаете, что из-за России в Сирии произойдет эскалация, или вы считаете, что в Вене возможны успешные переговоры? Мы все хотим, чтобы Россия стала частью решения проблемы, как раз что касается так называемого ИГИЛ. Мы хотим, чтобы они своими действиями следовали своим политическим заявлениям. Они говорят, что они борются против ИГИЛ, но большинство атак нацелены против тех формирований, которые борются с Асадом. Точно так же, как и в истории с Донбассом. Там можно было выстроить много доверия, с которым Россия была бы эффективной частью решения проблемы. Что нам скажет госпожа фон дер Ляйен? Это интересно. Американская позиция заключается в том, что Путина нельзя принимать всерьез, а точнее ему доверять. Считает ли министр обороны, что это наш единственный путь, ему доверять и принимать его всерьез как партнера в переговорах по этому конфликту? Или же вы считаете, как американцы, что Россия является региональной державой? Я считаю, что ситуация в Сирии настолько серьезна и настолько сложна, что мы все должны оказать доверие, по крайней мере, настолько, чтобы можно было сесть за стол переговоров. И здесь я говорю о России точно так же, как и о Иране, Саудовской Аравии, Турции или Дамаске. Мы должны. Я думаю, это и есть горький урок последних лет. И каждый, кого я назвала, имеет значительное недоверие в отношении того, кто сидит за столом переговоров. Но про это нужно забыть. У нас есть общий враг в стране, это ИГИЛ. С ним мы должны бороться. И у нас есть общая цель, что все эти враждующие этнические группы, которые нанесли друг другу много ран, снова вместе будут искать путь для восстановления Ирака и Сирии. Это крайне сложный и длительный путь. Поэтому важно в том числе доверять тем, с кем у нас обычно сложные отношения. Я думаю, этот кредит доверия мы должны предоставить. Я хочу моей соседке, которая до этого задала мне вопрос, задать вопрос как христианке. Папа Римский сказал, что этот экономический порядок вынужден вести войны, чтобы продолжать свое существование. Что вы об этом скажете, как христианка? Или, другими словами, считаете ли вы, что мы должны прекратить думать в этих категориях силы и прекратить вести войны с целью получения ресурсов и рынка сбыта? То, что господин Лафортен цитирует Папу Римского, это же что-то новенькое. Передаю вопрос. Вот мне сейчас интересно, каков будет ответ. Так как я абсолютно убеждена, что эта форма экономики, которую мы построили, социально-рыночная экономика, является правильной для того, чтобы уравновешивать интересы, и мы видим, что мы можем добиваться успехов мирным путем. Европа является этому лучшим примером. Я считаю правильным поступать точно так же по этому принципу уравновешивания интересов и в других конфликтных регионах мира, и в Сирии это на данный момент является таким случаем. И не нужно для этого цитировать мне Папу Римского. Нам это уже подсказывает европейский опыт, что мы после Второй мировой войны, когда мы друг друга ненавидели и находились в глубокой вражде друг к другу, смогли выстоять благодаря уравновешиванию интересов, и каждый в это сделал свой вклад, создав здесь 70 лет мира. Значит, это возможно, и если эту мысленную конструкцию перенести на регион Сирии и Ирака, так что после глубоких ран каждый может сесть за стол переговоров и, пересилив себя, найдет решение, тогда у нас есть надежда. У меня к этому небольшое замечание о Ливии. У нас в Ливии был мандат Совета Безопасности, но наше попадание там было очень далеко от цели. Это, конечно же, так. И мы, конечно же, не уследили или не хотели этого за тем, что произойдет с тысячами единиц вооружения. В Ливии у нас был один диктатор. Французский или алжирский писатель говорит, теперь у нас в Ливии 1000 диктаторов. Второе, что я хотел сказать, касательно того, использовать оружие или нет. Представьте себе, после того, как это оружие все попало в Мали, Франция бы не интервенировала по запросу малийского президента, тогда Мали, конечно же, в этот момент попала бы в руки ИГИЛ. Или как их там всех называют. И волна миграции в Европу была бы еще сильнее. Мне ясна ваша позиция, господин Лафортен. То, что, в общем-то, капитализм
хотя мы больше не в капитализме. Скажем так, что в нашем мировом порядке, что мы хотим только ввести войны. Я уже более 11 лет в политике и не заметил этого. Но если дело доходит до войны, что является ошибкой, как мы сегодня видим, как Тони Блэр сам в себе сомневается, или как Колин Пауэр действительно высказал раскаяние, то это было неправильным, что произошло в Ираке. Но я думаю, не нужно обобщать. Что всегда, когда демократия должна вступиться, чтобы права человека не нарушались и далее, как это было в Мали, то это всегда идет в неправильном направлении. Нам нужно переключиться от Мали к европейским регионам, а именно в Турцию. Потому что более 2 миллионов беженцев выживает в Турции, нашем партнере по НАТО, и многие из них хотят покинуть эту страну, и внезапно именно в наших отношениях с Турцией многое становится возможным, а именно в политическом плане. Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган знают друг друга очень давно. Отношения между ними считают сложными. Полноценное членство Турции в ЕС она всегда отклоняла. Сейчас это было бы совершенно безответственно дать возникнуть впечатлению полноценного членства Турции в ЕС. Нет сомнения в том, что применяют пытки, нет сомнения в том, что отсутствует свобода вероисповедания, и поэтому мы говорим «нет» началу переговоров по вступлению Турции в ЕС. Она долго отказывалась пожать руку, но кризис с беженцами делает невозможное возможным. Меркель и ЕС хотят, чтобы Турция приняла как можно больше беженцев и готовы заплатить за это определенную цену – ускорение переговоров о вступлении. Господин Сулейман, курды и дальше подвергаются ударам с воздуха, происходит покушение на свободу прессы, как недавно нападение на 2 телеканала, борются с оппозиционной партией курдов. Это цена, которую мы должны заплатить, чтобы беженцы остались в Турции? Вы ожидаете от меня ответа как от мусульманина или в общем? Ответа как от человека. Хорошо, просто до этого обсуждалась тема религии. Это как раз одно из этих противоречий. Ваша аргументация, госпожа министр, меня с одной стороны убеждает, с другой стороны я в этом сомневаюсь. Да, мы помогаем курдам в Северном Ираке, а наш партнер по коалиции, Турция, их бомбит в Ираке и Сирии. И поэтому я не вижу, где проходит линия фронта. Кстати, нужно отдать должное курдам за то, каких успехов они добились в борьбе против исламского государства. Я сам не являюсь курдом, но снимаю перед ними шляпу, которые использовали все свои силы, чтобы оттеснить это образование. Однако нельзя тогда просто так сидеть с господином Эрдоганом и совершенно нормально разговаривать только потому, что в Европе приехало достаточно много беженцев. Я беру из этой встречи, честно говоря, только один аспект. Европейцы видят, возможно, справедливо, Эрдогана ответственным, потому что большинство беженцев пришло через Турцию в Грецию, и они пытаются построить здесь стену перед границей. Но является ли это правильным решением? Было бы лучше, если бы они сказали Эрдогану: достаточно поддержки исламскому государству. Я не политик, поэтому могу такое говорить. Хватит поддержки исламскому государству, хватит поставок оружия, операций секретных служб и всего прочего. В Сирии 100 тысяч бойцов, много, очень много из-за границы. Почти все попали туда через Турцию, через границу НАТО. Они же не случайно туда пришли. Об этом мы снова спросим Бена Ходжеса. Бен Ходжес, существуют не только слухи, но и доказательства того, что Турция поддерживает ИГИЛ, что бойцы и оружие могли беспрепятственно перебрасываться через страну. Во-вторых, доказаны атаки против курдов, которые борются в Ираке и Сирии против ИГИЛ. По вашему мнению, это все еще надежный партнер по НАТО? Турция всегда была очень надежным партнером с тех пор, как она присоединилась к НАТО в 1952 году. Даже если они сейчас бомбят курдов? Турция геополитически находится на важнейшем для Альянса месте. Сирия, Иран, Ирак, Кавказ и Россия, Балканы находятся рядом в одном регионе. Это очень сложный регион. Конечно, курды здесь тоже не такая и однородная группа. Внутри нее есть самые разнообразные группы. Я сейчас не хочу вмешиваться в турецкую внутреннюю политику, что там должно происходить.
Но США рассматривала Рабочую партию Курдистана как террористическую организацию. Только в этом году были убиты сотни солдат, в том числе и курдами. Нужно немного дифференцированно на это смотреть и четко их разделять. Эти курды отличаются от пешмерга. Это очень важная разница. Турция, кто бы там ни стоял у власти, всегда была надежным партнером. Господин Лафортен объяснит нам, в каком отношении мы можем, так сказать, одарить Эрдогана, обещая ему упрощение визового режима, рассматривая Турцию как безопасную страну третьего мира и ускоряя процесс переговоров, и таким образом довольно сильно отрекаясь от того, какие критические мнения мы имели в отношениях к этой стране. Я, в принципе, согласен, с ним нужно говорить. Возможно, я бы подождал с разговором, если бы я был на месте госпожи Меркель после выборов, как вы на это намекнули. Поэтому, как вы сказали, после выборов момент для разговора лучше. Это все верно, с ним нужно говорить. Но если идешь ему навстречу, то надо ставить четкие условия. И это действительно возмутительно, что Турция практически обусловила и вырастила ИГИЛ. В таком случае нужно сказать, что на основании этого фундамента дальше строиться нельзя. Необходимы четкие условия. Если Турция хочет стать членом западного сообщества, она должна придерживаться правил игры, то есть больше не поддерживать эту банду убийц.